Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Период до 10 июля. И как раз этот период больше связан с полнолунием в вашем знаке. И ваш знак, управитель, Сатурн, он как раз любит больше порядок, какую-то логику или предполагаемую хотя бы цепочку развития событий или наших действий. И поэтому ожидаемо, что этот период как раз будет более спокойный. С учетом того, что Лилит у нас в летний период любит присоединяться то к одной планете. К примеру, в конце июня это произошло к Венере, сближение было черной Луны или Лилит с планетой Венера. А вот в июле тоже ближе к концу, с 19 числа, когда Солнце войдет в знак Льва, опять присоединится Лилит. И эти оба периода, они могут быть достаточно турбулентными, потому что это всегда какое-то зазеркалье, как будто выходит на поверхность, или какие-то вопросы, которые в пространстве есть. То, на что мы, точнее, не влияем, но то, что оказывает влияние на нас, словно нас переформировать может, нас может, ну, где-то поменять наши цели, или обстановка вокруг нас будет меняться. Но вот это будет потом, с 19 июля, как бы так по астрологическим прогнозам или, ну, по крайней мере, как мы можем допускать вот такие развития событий. Но если мы говорим десятидневный период июля, тут наоборот как раз больше порядка, больше спокойствия, стабильный период, когда мы для себя можем сделать что-то важное, может быть, решить какие-то вопросы, наболевшие в каком-то спокойном режиме. Вот давайте мы узнаем, что думают карты. Не всегда, кстати, астрологические прогнозы совпадают с таро-прогнозами. И подчас совершенно диаметрально противоположные. Вот давайте мы узнаем. Кому интересно астрологический прогноз, есть у меня на канале видео, так и называется «Полнолуние в Козероге» или «Оленье в полнолуние». Вы можете посмотреть там для всех знаков зодиака. Мы достанем первую карту «Оценка ситуации» или «Как это на меня влияет». И если мы говорим «события», вот давайте спросим главное событие для козерогов. И узнаем перспективы, то есть, ну, какое-то ж продолжение следует, а может быть и завершение. Вот это мы узнаем. Неожиданные события. Давайте такую карту тоже достанем. Какие неожиданности. И спросим, что нам будет помогать. Итак, оценка ситуации. Ну, не совсем тут ваша карта. Королева мечей, прообраз Юдифи. И здесь мы должны как рассчитывать это сами на себя. И знаете, ну, никаких эмоций. Вот вообще никаких. Ни в плюс, ни в минус. Здесь есть какой-то план, как будто, и мы его должны осуществить. И единственное, что нам помогает, это, как и немногословность, никто об этом не должен знать. Да и рассчитываем-то мы тоже сами на себя. Конечно, у кого-то может проиграться решение вопросов, буквально даже в суде, может быть такое. И есть, может быть, какие-то, ну, как споры, или нужно разобраться с каким-то делом, может быть, это было прежде. И с учетом полнолуния, ведь это всегда подведение итогов. Так вот, скорее всего, какой-то итог вы можете получить. Мы словно должны быть готовы еще к тому, чтобы, если что-то уходит из нашей жизни, или, к примеру, какой-то вопрос, ну, неизбежно может быть решен только в том случае, если мы идем как на какой-то либо компромисс, либо мы готовы что-то от чего-то отказаться, словно отрезать. Вот тогда у нас больше шансов на успех или выполнить, исполнить желаемое. Значит, мы можем от чего-то отказаться ради чего-то большего, может быть, или более важного в нашей жизни. Больше рационализма, наверное, и реально видеть по ситуации, насколько есть возможность решить тот или иной вопрос. И чем я, может быть, должен, ну, от чего действительно отказаться или, ну, принести словно в какую-то жертву, чтобы решить, может быть, застарелую проблему, ведь так ведь тоже может быть. Кто-то из вас, хотя это не совсем типично по этой карте, но правда, у кого-то будет просто означать как
консультация узкого специалиста, к примеру, к врачу мы пойдем, может, обследование проходить, или мы столкнемся с человеком, который, допустим, юрист или работник банка, или какие-то вот такие вопросы, больше тут идут дела, работа, бизнес, деньги, ну и холодной энергии на весь период, где-то как и продуманность, так и эмоциональное равновесие. При том, при всем, надо сказать, что как раз излучаем-то мы дружелюбие. И это будет сильной позицией в том плане, что мы транслируем, как ни странно, людям какую-то дипломатию, но при этом, при всем, мы остаемся совершенно непроницаемые, понимаете? Но очень проницательны. И вот тогда эта сильная позиция нам как будто обещает успех, полный успех причем. Но давайте мы узнаем главное событие. Вот вообще интересно, может быть, у кого-то разобраться с какой-то застарелой проблемой, или хочется решить тот вопрос, который долго стоит на паузе, или вам может показаться, я хожу по кругу, пытаясь решить тоже какое-то дело или сдвинуть его с мертвой точки, а тут вот не получается, что-то конкретно застряло. Хотя надо сказать, знаете, и больше даже нам карты советуют уделить внимание самому себе и могут говорить об усталости. И две мечевые карты нам привести мысли в порядок и отдохнуть, вот конкретно советуют, потому что может быть, какое-то важное дело мы можем осуществить только при каком-то физико-психологическом равновесии и уверенности в себе. И когда, знаете, это четкость мышления и одновременно концентрация внимания. Вот и одно, и второе для нас будет очень важно. И правда, уставшие люди делают ошибки. Может быть, хорошенько выспавшись или отдохнув, если действительно есть какая-то уже усталость, которая буквально может уложить в постель. Иногда так тоже бывает по этой карте. Если мы себя заставляем, а вы достаточно сильные люди и выносливые, Козерог может себе сказать, я должен сделать это дело, и из последних сил он это сделает. Но вопрос целесообразности. Вот наш иммунитет, он тоже падает, когда какая-то перегрузка идет организма, а в последующем нас укладывает какое-то недомогание в постель, а мы удивляемся. Вот такого не должно быть. И вот у вас главное событие, четверка мечей проигрывается, поэтому будьте к себе более внимательны. Если есть на повестке дня какой-то очень важный вопрос, значит его надо решать все-таки в ресурсном состоянии, это как минимум отдохнувшему, и когда мы можем четко, словно, знаете, цеплять, что происходит вокруг нас, что говорят люди, да и сами-то мы не впадаем в какую-то глубокую философию. Опять же, мечи. Вот есть какая-то конкретика, логика, рационализм и все. Ну и отдохнувшими быть. Это вот еще одна добавка. Давайте посмотрим, каковы же перспективы. Знаете, у кого-то может проходить «я хочу поменять профессию» или «я хочу обучиться чему-то новому». Все-таки это у нас карта ученичества. Но для многих из вас будет просто проигрываться какая-то прошлая ситуация, в которой мы хотим поставить точку, подвести знаменатель, больше к этому не возвращаться. И по этой карте часто проходит вот этот самый жизненный экзамен, переход на новый уровень. Когда у кого-то это может совпасть, правда, экзаменационная пора. Почему нет? И вы сдаете экзамены, может быть, вы учились, и теперь перед вами уже будет открыто пространство для работы конкретно, не для обучения. Но для кого-то из вас это завершение как кармического урока. И если мы какую-то ситуацию правильно решаем, проходим словно вот этот самый жизненный экзамен, то впоследствии мы будем как будто избавлены от этого повторения. Или нам карта гарантирует, если мы правильное какое-то решение в чем-то примем, нам тоже в последующем будет легче именно от того, что какая-то ситуация из прошлого, она просто не будет тянуться. Я бы сказала, тут что-то нужно разобраться, завершить.
для того, чтобы налегке идти дальше. И ведь это карта перспективы, и выпала она в позицию на перспективы. Поэтому здесь как раз самые замечательные перспективы, но от нас потребуется какое-то решение. Давайте мы посмотрим в неожиданностях. Карта победителя. Вот все то, что я сейчас сказала по верхнему ряду, это правда. Вот подтверждает нам карта еще одна о том, что у нас получится осуществить какой-то вопрос. Или одним путем, или другим. Но достаточно сильная позиция. Ну вот именно вот этими энергиями только пользоваться, как я перечислила по королеве мечей. Потому что для победителя ведь мало совершить победу. Ее придется удерживать. И в неожиданностях, видимо, будут такие моменты, может быть, когда буквально на вашу победу кто-то претендует. Или мы столкнемся с людьми, которые, ну, где-то не очень красиво в отношении нас могут себя вести, значит, мы должны вовремя распознать. Может быть, какой-то льстец нам встретится, который говорит одно в глаза, а за глаза другое, и нам придется опять же эту победу удерживать. Быть достаточно хладнокровным, не только слушать нужно обязательно, но и не только ведь как будто доверять сразу услышанному, а еще и анализировать в течение этих 10 дней придется, потому что по шестерке жезлов, да, в неожиданностях есть какая-то победа. То есть какой-то вы вопрос, ну точно, закроете, решите, что-то вы сделаете для себя хорошее, останетесь довольными, карта обещает. Но не расслабишься. Придется найти в себе силы, чтобы удерживать свои собственные позиции. Вот в неожиданностях нам такой совет. И давайте мы узнаем, что же нам помогает, а вот какой-то отрицательный опыт. По тройке мечей это была, может быть, прежняя ситуация. Вот нам снова повторяют о том, что что-то тянется из прошлого. И, возможно, это у кого-то даже будет касаться, может быть, отношений. Ну, даже по работе, если, да, может быть, был какой-то конфликт или была какая-то нелицеприятная ситуация, но она нас словно закалила. Прошло время, и у нас сейчас будет вторично сильная позиция потому, что нас невозможно ни разжалобить, ни купить налезть, вот как я говорила, ни пытаться найти к нам какие-то подходы или каким-то образом, да, вот нами проманипулировать, вот это тоже не удастся, потому что ни одно средство уже на нас не действует. Мы настолько рационально видим какую-то ситуацию, нас невозможно вывести на эмоции. И в этом наша сильная позиция, это нам помогает. Вот какая-то ошибка, может быть, наша в прошлом, она теперь нам помогает, потому что мы второй раз не наступим на те же самые грабли. Мы не повторим эту ошибку, и мы пройдем вот этот самый жизненный экзамен, о котором я говорила. Значит, действительно, мои дорогие козероги, для вас это полнолуние, вот это подведение итогов, оно как раз и может быть очень важно тем, что вы сделаете правильные какие-то выводы. И то, что, может быть, раньше, ну, как-то тяжеловато было отпустить или принять какую-то реальность. А здесь вы вот так рационально, холодно, как можете с кем-то и проститься, кстати, или какую-то ситуацию рабочую пересмотреть. Это может касаться ведь чего угодно. Кто-то, может быть, из вас помогал длительное время кому-либо, а тут вы просто скажете: хватит, баста, сколько можно? Я себя уже ресурсным не чувствую. И тоже это где-то будет правильное решение. Вот что-то вы должны определенно завершить для того, чтобы вот эту самую как победу и удерживать, и развивать. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.